После просмотра этого видео вы точно поймете, что такое настоящий трайхард. Мне попался просто невероятно интересный и наглядный экземпляр. Трайхарды, конечно, прибегут в комменты и будут писать всякую чушь, типа это просто wannabe и все такое. Но на деле это, конечно, одно и то же явление. А хотя нет, есть одно отличие, смотрите. Вот это wannabe, а вот это tryhard. Смотри, не перепутай. Смотрите, его ракета пролетает откровенно мимо, но он все равно меня убивает. Конечно, можно было бы списать все на рассинхрон, но это только начало, и мы еще вернемся к нему. Но пока я тут бегаю под мостами, давайте поговорим о трайхардах и разберемся, кто это вообще такие. Если вы смотрите это видео и до сих пор не знаете, что такое трайхард, вам невероятно повезло. Иначе вы рисковали наткнуться на видос трайхарда про трайхардов, где вам бы навешали тонну лапши на уши про их PvP-элитарность. Честно говоря, слушать, как трайхард нахваливает трайхардов, это как смотреть, как кот вылизывает себе яйца. Более того, многие действительно хорошие игроки не выкупают реальности. Они начинают называть себя трайхардами, искренне думая, что это высшая ветвь эволюции PvP в GTA Online. Но на самом деле трайхарды в PvP — это как фармеры Кайо Перика среди PvE игроков. То есть они зациклены на унылом результате, абсолютно не обращая внимания на процесс. То есть у них главная задача — счет в конце игры. Трайхард — это просто до тошноты кринжовая и нелогичная дичь. Сами придумывают невидимые правила, сами же на них плюют. Раскидываются фразами wannabe, выставляют на показ свое ЧСВ, думая, что все хотят быть как они. А в реальности, кто в здравом уме вообще мечтает стать задротом? Ведь трайхард — это и есть задрот. Я не говорю, что это плохо, но с чего они взяли, что кто-то тоже хочет обменять реальную жизнь на условный скилл и годами потеть в закрытых сессиях. И ладно бы этим парням было лет по 15, но на самом деле им часто далеко за 30. И от этого ситуация становится еще более кринжовой. Взрослые мужики настолько погружаются в этот лор, что иногда после игры приходят ко мне в комменты на YouTube и в Telegram, чтобы устроить истерику. Причем у них взрывается жопа в любом случае, хоть они выиграли, хоть проиграли. Представьте вообще, взрослый мужик сидит и расписывает, как он меня уничтожил или как нечестно его уничтожил я. И я не утрирую. Я вам в конце даже покажу скрины. Я такое в Telegram скидываю обычно. Ну или в прямом эфире даже можно такое там увидеть. Так что подписывайся. Ну я им часто отвечаю. Говорю, круто играешь, молодец. Ну даже если он проиграл. Видно же, типа, что им это очень важно. А они начинают дальше какой-то там кринж наливать. Или бывает, выиграешь у задрота с очевидным AM-ботом, а он начинает софт включать и гоняться за тобой по сессиям. И знаете, именно чтобы выровнять счет в свою пользу. Поэтому, если ты задался вопросом, как стать трайхардом, чел, ты можешь стать PvP игроком, условие всего одно — надо играть против других игроков. И главное — это кайфовать от процесса, а не от итогового счета. Не забывайте, что это игра, и в нее просто играют. Это не экзамен по киберспорту. А мы вернемся к нашему пациенту. Вот ты просто посмотри на это. Думаешь, это опять рассинхрон? Ну, специально для тебя я сделал точную проверку. Каждый же знает, как тяжело на опрессоре попасть в другой опрессор. Особенно на перевернутом и через захват цели. И я и решил это проверить, забайтить этого трайкудахтера. И вы просто посмотрите. Между мной и ракетой было где-то еще штук 5 таких опрессоров. Она улетела далеко за меня куда-то уже. И тут я взорвался. Короче, мне иногда по кайфу полетать за перевернутыми опрессорами, чтобы собрать для вас больше инфы. Я видел разных, но мне все никак не удавалось четко заснять и показать вам самое главное — откровенного читера на перевернутом опрессоре. Многие в комментариях мне не верили, когда я сказал об этом в каком-то видео, писали: «Да нет никаких читов на опрессор, это просто мощный скилл». Нет, ребята. Во-первых, есть, как вы увидели, АИМ на ракеты. Он работает в разных вариантах. К примеру, как увеличенный радиус поражения ракетой, ну или вот таким образом, когда ракета улетает в молоко, а он меня как бы взрывает через софт. Ну и там было видно еще, что он использует макрос на руление. Ну типа, чтобы удерживать опрессор, надо подруливать и есть макрос. Он делает микродвижение, и тебе в итоге намного легче им рулить. И тебя когда убивают, то там видно, как чел летит, и очень видно макрос, там такие вот подергивания. Просто это клинический гений.
поэтому так палит контору. А сколько вы встречаете таких более аккуратных, вы даже себе не представляете. Хотя, с другой стороны, я даже не знаю, что хуже – реально задротить годами или использовать софт. Мне кажется, что самый крутой вариант – это когда понемногу уровень игры растет, пока ты просто по кайфу играешь в открытой сессии. Я и по фарму говорю, зачем в закрытой сидеть, это же онлайн-игра. Весело только в открытой может быть. Понятно, что всегда кто-то играет лучше, кто-то хуже, но это типа не повод стать задротом и чисто работать на скилл. Поиграл в открытой, что-то там попробовал и кайфанул и немного научился. Вот у меня, к примеру, если взять мой опыт на снайперской винтовке, это может пару месяцев. Ну вот, чтоб я в открытых именно плотно перестреливался. Я же типа врос в опрессор, и мне интересно именно против других опрессоров. Скрама, Тореадора, Делюкса иногда. Хотя Делюкса самое сложное. Короче, тем не менее. Подписчики просят, чтобы я снимал что-то более разнообразное. Вот я там уже иногда даже джетпак использую, больше пешком бегаю. Но чтобы понять, что такое tryhard, насколько они переживают за свой счет, даже с учетом того, что я играю на вертикальной мышке на ноутбуке с опытом в снайпинге пару месяцев, некоторые задроты начинают избегать снайперского боя со мной, с рандомным фармером, после 2 фрагов. Вот это скилл. Не зря качал 5 лет. Вообще, само слово tryhard звучит на русском как название какой-то заразной болезни. Я бы предположил, что венерической, и что она передается половым путем. Но давайте будем реалистами, традиционный путь передачи у этих парней надежно заблокирован. С другой стороны, учитывая, как они обожают сидеть исключительно потными мужскими компаниями в закрытых дискордах и часами восхищаться скиллом и стволами друг друга, это наталкивает на мысли. Да что тут говорить, мне буквально недавно один из таких обиженных элитных бойцов строчил гневные комменты на ютубе. Я абсолютно серьезно, посмотрите на его ник. Снова же, никакого осуждения ни в коем случае. Просто, как говорится... Совпадение, не думаю. Гачи-харды на полном серьезе считают себя высшей кастой. Ярче всего об этом говорит их мания называть всех подряд словом «wannabe», то есть теми, кто хочет быть на них похожим. Они могут назвать так новичка, который только учится ПВП, или вообще рандомного чела в боевом или глич-костюме. Да в целом, любого. У них в голове какая-то паранойя, будто абсолютно все спят и видят, как бы стать ими. У меня был угарный случай. Один такой потный парень 3 недели искал в комментариях у меня какие-то мои ники, левые аккаунты, я так до конца и не понял, что он от меня хотел. Говорю же, ребята максимально своеобразные, без негатива. Так вот, он выдал гениальную базу под моим видео о глич-костюмах. Пишет, обычно игроки, которые реально умеют играть, выглядят как бомжи, а не в этих ваших расписных нарядах. Ну а ирония вот в чем. Обычные игроки собирают себе крутые глич-шмотки, просто потому что им по кайфу так выглядеть. Кстати, видео про такие костюмы я оставлю по ссылке в описании. Они могут вообще не знать слова wannabe и не хотеть даже PvP играть. Они плевать хотели на чужое мнение. А вот сами трайхарды ради того, чтобы соответствовать образу жесткого тащера, реально заставляют себя носить в игре какой-то мусор, лишь бы его не засмеяли другие потные в его дискорде каком-то. То есть они и есть самые настоящие wannabe, люди, которые изо всех сил хотят быть похожими на стереотип, чтобы их приняли за своих. Вы вообще улавливаете этот уровень дурдома? Поэтому хоть как-то ассоциировать себя с этой тусовкой – это уже откровенный кринж. Если твоя главная цель в игре – побеждать любой ценой, то ты реально начнешь делать это любой ценой. Именно поэтому огромное количество таких ребят в итоге скатывается к использованию мод-меню, так как это финальный уровень философии любой ценой. Они снова воображают себя местной полицией нравов и просто периодически подрубают, когда им вдруг кажется, что против них играют нечестно. А честно в их словаре понятие максимально растяжимое. Если трайхард абузит какую-то дичь, это высокий скилл. А если его противник делает то же самое, он лох, wannabe. И вообще это повод подрубать софт. Вы чё гоните? Вы чего гоните? Безнаказанно. Вот просто так. И никто не сказать, вас сняли с работы, ты чё болтаешь? Ну иди отсюда. И вот в этом заключается их главная стадия лицемерия. Ради победы они готовы использовать вообще любую дичь, потому что победа
их главный принцип. Но при этом они будут громче всех обвинять вас в нечестном ПВП. Но самое для меня непонятное – это тайминги. Вот серьезно. Настоящее ПВП у трайхардов начинается не в сессии, а в личных сообщениях. Причем неважно, слил он тебя или слился сам, он обязательно придет выписывать тебе свои поэмы. И главное, они делают это не сразу. Проходит день, иногда 2. Я не знаю, что они делают в это время. Собирают консилиум, ходят к психологу прорабатывать травму. Пишите в комменты, если вы трайхард, чем вы там заняты эти 2 суток. Благо, им есть куда прийти и где разложить свой кринж. У меня есть комменты на ютубе, чат в телеграме. Приходи в чат, кстати. Только не включай высший уровень кринжа, типа оскорблений или, как недавно было, пробив по номеру. Вы прикиньте, вот у меня чат по GTA Online, чел идет туда, в общий чат, и на полном серьезе пишет: «Пацаны, кто может пробить человека?» Писать все это в открытом чате – это, конечно, мощно. Но у меня очень хорошие подписчики, которые ответили ему правильно. Они начали вовлекаться в это говно. Я вот пытаюсь понять логику. Чел узнал номер там чей-то, и что? Позвонит и будет тяжело дышать в трубку? Или позовет на свидание? Может оформить скидочную карту в 5. Я уточню еще раз, что у меня просто игровой чат, чтобы, типа играть там. Ну или в игре вот так пишут, это тоже трайкудахтеры. Чувачки ломают Пентагон, а потом утыкаются в базовую защиту. И вот чел хотел мой айпишник, не знаю, может типа атаку на роутер сделать. Часто раньше такое было. Перезашел в сессию, обмазался софтом и пишет: VPN в Берлине? Конечно. Ну да. А ты ждал там реальный айпишник? Кибермафия споткнулась о базовый VPN. Что они там и зачем проверяли, остается загадкой. И вот почему я советую всем. Не становитесь задротами. Вы просто поедете кукухой и начнете путать себя со своим персонажем. Чем больше положено усилий, тем сильнее вы двигаете фазу. Я уверен, тут прямая закономерность. Пиши в комментах, что думаешь. Вот некоторые чувачки нон-стопом сидят в террорбайте на оффрадаре, и когда ты их теплаком найдешь и ЦМО патронами влепишь со скрытки по голове, они начинают писать вот что-то такого плана. Орать, что скоро мне бан, будто бы мне не пофиг на бан. Ребята, цена на аккаунты меньше, чем у пары носков. Да ладно, честно говоря, кто там меня будет банить, если бы я даже гонял с софтом. Rockstar настолько это пофиг даже на жестких читеров, а то будут богоюзы всякие с перевернутым банить и теплаком. Иногда, я когда читаю их, мне в целом кажется, что чувачкам иногда просто скучно, и они хотят чисто к кому-то, докопаться. Там такие диалоги бывают, что не каждый сценарист пропишет. Не, я понимаю, что первые 40 лет мальчика самые тяжелые. Но, чувачки, давайте попробуем их пережить без потрясений и хейта. Реально. Ну или хотя бы поменьше. Не, я понимаю, в игре, когда ты играешь, у кого-то бомбит. Это даже наоборот прикольно и дает азарт. Но чего у некоторых бомбит через 2 дня? Я не понимаю. Я реально вспомню 10% геймплея через 2 дня, в лучшем случае. Я вот даже больше скажу, я не tryhard и не wannabe, так как я даже не хочу быть настолько же кринжовым. Я try easy. Вот вам новый термин, try easy. Типа подпивасный геймплей. Поэтому, если вы меня победили, я фармер. Чувачки, вы о чем? Какой с меня может быть спрос? А если я победил, это конец для вас, так как я нулевой фармер. Получается, что вас победил нуб-фармер. То есть логика простая. Как говорил классик. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так? А почему бы и нет? Я думаю, это мощно. И я с ними же начал чаще общаться. Мне там в личные многие пишут в телеге. И вот смотрите, если кто-то еще хочет стать трайхардом после того, что я говорил и показывал, вот вам инструкция от трайхардов. Я скрины не буду из личных давать, но передам суть. Смотрите, четкая инструкция, записываем. Нельзя делать эво, это зашквар, но скрытая метка — это механика игры. Дальше другой добавляет мне, что скрытая метка — это зашквар, а эво норм, если не баланс транспорт. Третий говорит, что все норм, если в итоге твой противник проиграет. Четвертый вообще только в закрытых играет на снайперских винтовках. Остальные киллы не считаются. Орбиталка не считается, но важно, что она считается, если сильно хочется. А еще надо настройки трайхардерские сделать, смотрите. Особенно важно тем, у кого комп слабый. Короче, отключаем графику,
Чисто, чтоб Counter-Strike 1.6 была у вас по графике вместо GTA 5. А еще лучше, чтоб Minecraft. Короче, сделать себе обзор, типа выкрутить его так, чтоб ты чуть ли не за спиной видел, что у тебя происходит. На 360 градусов. Не знаю, наверное, софт это делает. Ну понятно, tryhard читер. Кстати, макрос, это же не чит, правильно? Просто макрос. Ну и растянуть надо экран, типа, чтоб шире были модельки игроков и ты легче попадал. Обязательно нагибать всех тактиками, которые не контрят. Они все построены на атаку из слепой зоны, куда пешеход не может поднять прицел. Нападать надо, конечно, на пешехода, это важно. И нападать так, чтоб чел не мог даже вызвать что-то, лучше выучить места спавна и просто спавн-килл делать. Так вот, берете перевернутый опрессор Jet, первый опрессор, что угодно, что под углом дает тебе зайти на соперника. Главное нападать со слепой зоны прицела, тогда вы точно доминатор. Если упали с этой фигни, сразу офф-радар и стреляете тепловизором куда-то через стены. Если вы вдруг думаете, что 1 на 1 не поедет история, на подхват держите друга, лучше несколько. Ну и еще лучше за орбиталкой. Чуть что, сразу ляпс орбитальный, а вы уже с тепловизором ждете его спавн у больницы. И не забываем насрать в личные через пару дней. Не, я вот просто иногда общаюсь и вот это понял из их тейков. Ну и в чем они неправы? Вот скажите. И если ты им скажешь, что неправы, к примеру, если я возьму тейки одного чувачка и скажу их другому, ну, вы уже поняли, что они скажут. Что так делают только кто. Напиши в комментариях, что скажет tryhard.